Раз, два, три. Так, звук записывается. Всем привет. Это 6 глава трипологии звука. Очень была большая пауза между выпусками. Так уж получается, что вот эту главу я уже записываю раз, наверное, 5. Первый раз полностью было все записано, но из-за ошибки в коммутации вся запись голоса и звука с линии пропала. И получается, было такое немое кино, никому не интересное. Так уж вышло. Много чего поменялось за это время. Сейчас вот, стараюсь немножко повышать качество роликов в плане картинки. Сейчас подсветка сзади вот используется. Должно быть чуть-чуть поярче, почетче. Звук сейчас пишется на лету с обработкой. Компрессор стоит и лимитер. Должно быть как бы получше все. Не должно там клиповать. Слишком бусить не должно, но посмотрим. Вот, наверное, еще изменится формат роликов, потому что изначально начиналось это как просто размышления о музыке, об идеях, о вдохновении, то потом я почему-то стал вести это в режиме таких туториалов, там про мастеринг, про дизеринг что-то рассказывал, но сейчас я отказываюсь от этой идеи, потому что очень много об этом уже есть. Много роликов, много текста, много статей. Тот же Wiki-Sound, там подробнейше расписаны все процессы звуковые. И я думаю, что каждый уважающий себя начинающий музыкант, продюсер, он, в принципе, при желании информацию найдет. И не хотелось бы этому мне повторяться. И поэтому я, скорее всего, формат верну именно вот к вот таким вот посиделкам, просто разговорах о звуке, о каких-то железках. Именно о моем видении, то, как я делаю, может быть, просто это кому-то интересно будет. Сегодняшний выпуск, 6 вообще глава, она будет состоять из 3 частей, потому что они логически связаны. Вот, это будет 2 обзора, то есть обзор том 15.01, вот этот вот, обзор юности 21 и последний, как бы, пункт 6 главы будет объединять все мои 3 синтезатора, электронику 25, том и юность, и SK100 тоже, как в единое целое. Очень интересно, я думаю, будет. Там есть идеи, как это все показать, наброски совместить. Наверное, можно начать. Сейчас перед вами и передо мной том 15.01, аналоговый синтезатор, советский синтезатор Strings. Вообще так получается, что все мои синтезаторы, которые у меня есть, вот если по инструкции, то они относятся к категории синтезаторов Strings. Вот так вот их почему-то делили. То есть, есть там органы, да, там есть еще какие-то, а это вот синтезаторы Strings. Хотя, что в электронике, что вот в этом синтезаторе есть блоки, звуки, пресеты, которые как бы струнным не относятся, я уже это упоминал. Вот так вот, тут пиано и клавикорд, допустим, это, не струнный, это немножко другая, как бы, категория, если по инструментам живым смотреть. Собственно, не столь суть важно это. На данный момент вот этот синтезатор, это самый любимый мой синтезатор. Сложно объяснить, допустим, вот если электроника, она такой очень дает технологичный звук, очень резкий, и ее долго слушать, неприятно, то есть устаешь, то том, он у меня вот олицетворяет, как бы в мыслях, это вот именно аналоговый звук. То есть я был удивлен, как бы, потому что очень теплый, очень мягкий такой звук, очень тембр такой специфический, вот прям навевает настроение вот старых, как в старых видео, там Мишель Жар вот играет, все. Опять же, вот этот синтезатор, он был, скорее всего, скопирован, потому что я находил информацию
даже название синтезатора сейчас не вспомню, уже с итальянского синтезатора он практически один в один списан по модулю, по интерфейсам. Не знаю, вот как насчет плат, наши сами разрабатывали или тоже слезали. Но, возможно, именно поэтому у этого синтезатора такой кошерный, шикарный звук, как бы. Собственно, хотел я изначально просто рассказать про все блоки этого синтезатора, но это не очень хорошая идея, потому что как бы просто на пальцах это, ну, неправильно. Поэтому я буду потихоньку рассказывать про каждый звук и заодно объяснять про блоки, что за что отвечает. Начать, наверное, стоит с клавиатуры. На данный момент это самая широкая клавиатура из всех имеющихся у меня синтезаторов. То есть, если вот электронику взять, у нее вот здесь уже блок эффектов, не эффектов, там громкость, транспонирование, и клавиатура начинается вот где-то отсюда, она короче, то тут физических 1, 2, 4, 5, 6 полных октав и часть 7 октавы есть. То есть физических клавиш здесь больше, хотя диапазон примерно такой же, как и у Юности и у электроники. А за счет чего? У электроники и у Юности там есть кнопка повышения всей клавиатуры на октаву вверх. То есть вот такой интересный нюанс. Как и в электронике, в этом синтезаторе вся клавиатура разделена на 2 мануала, левый и правый. И на каждый из мануалов есть отдельное управление громкостью. Вот и вот. Абсолютно аналогичное. То есть зачем это было сделано? То есть понятно, что инструмент создавался как альтернатива каким-то физическим инструментам, ну типа там клавиш, там, да, для живых выступлений. И левая часть была для аккомпанемента, то есть, а правая как бы для соло, для солирования. И можно ставить разные тембра. То есть на левую часть, допустим, пиано, а на правую альт или скрипку, как здесь вот пресеты. Ну, наверное, это удобно. Не знаю, я не выступал никогда вживую. Вот, но думаю, в этом смысл был. Как бы. Заложенные в этот синтезатор пресеты имеют такие названия: пиано, клавикорд, альт, скрипка и брас. Помимо вот этих 5 как бы звуков, да, есть отдельно бас. Бас работает только на первых 2 октавах, и он как бы вторит инструменту. Очень здоровская идея. То есть вот сейчас я покажу, как звучит сам бас. Бас вот так вот. То есть такой звук очень, синус какой-то. И стоит, наверное, уже начать показывать звучание и заодно объяснять блоки. То есть очень удобно здесь сделана коммутация, ну, так сказать, внутренняя, да. То есть на каждый мануал есть управление отдельно громкостью каждого инструмента. То есть можно их включить вообще все. То есть и будет звучать все. То есть пиано и клавикорды, альт, но это редко нужно, как бы можно настроить отдельно громкость каждого из звуков. Зачем это нужно? Потому что есть еще общая громкость групп инструментов. То есть вот как бы непонятно звучит, но вот если образно, да, вот представить, что вот тут осцилляторы где-то, там схема, да, идут в громкость на правый мануал, в громкость на левый мануал. Мы их подстроили, да. Выходит звук, ну, выход отсюда идет, и идет он в общий. То есть понятно, да? То есть отсюда вывели каждый канал, и здесь еще они объединены в группы. То есть вот пиано и клавиакорд — это здесь секция пиано. Это удобно, когда, то есть тут настроил громкость тембра, да, а здесь потом их все вместе сразу убираешь. То есть мне не нужны пиано. Или там, я просто их убрал, вывел струнные. Как бы, ну, очень удобно. Вот в данном случае у меня уже, видите, все настроено, как то, чем я пользуюсь. Я клавиакордом, допустим, не пользуюсь, он мне, ну, не нравится звук, но я его покажу. Вот у меня пиано только включен. И вот сейчас, чтобы вывести звук пиано, мне надо просто общий вывести регулятор. Вот. Пиано здесь очень мягкое.
звук такой, ну, опять же, такой аналоговое пианино. Вот, и на высоких нотах это такой 8-битный звук. Повторюсь, для тех, кто, может, не знает, как у меня подключение, то есть синтезатор у меня через микшер выведен в компьютер-секвенсор, там немножко ревербератора наброшено, чтобы чуть-чуть облагородить звук, какие-то дефекты скрасить игры, может быть. Для тех, там, кто смотрит, сразу говорит, что я не клавишник, я играть, по сути, ну, не умею, самоучка, может, там руки как-то у меня неправильно стоят, может, я буду сейчас где-то там ошибки делать, там, это нормально, то есть не обращайте внимания, сильно не придирайтесь. Вот, и начну я с демонстрации звука любимого пресета, так сказать, пиано. Вот, сейчас что-то наиграю, покажу, как оно звучит на низких, на высоких частотах. То есть вот такое звучание пианоподобное. На высоких очень классно звучит. То есть вот. На 8 бит очень смахивает. Ну и очень приятный, мягкий звук. Еще такая особенность, вот этот синтезатор такой издает звук очень специфический, такой вот именно с гармониками, с обертонами. То есть, когда две ноты диссонанс сжмешь, он очень правильно издает звук. Я вот не знаю, как это передать, но вот он напоминает звук живого инструмента. То есть, вот одна нота, да? Если я сейчас нажму две ноты, да, и если сделаю какой-то диссонанс, то звучит, ну, живо, так сказать, без всяких, ну, без претензий. Так звучит здесь пиано. То есть вот, опять же, про управление. Сейчас мне пиано не нужно, я его убираю, вывожу общий струнных. И у меня вся клавиатура теперь звучит струнные.
есть сразу вспоминается какие-то старые фильмы, в общем, старые клипы. То есть такой классический звук, вот именно аналоговых струнных. На струнные здесь есть еще такие кнопка и регулятор дополнительная. Кнопка называется оркестр. Что она добавляет? Она добавляет как множественное звучание. То ли фейзер здесь, то ли хорус стоит. То есть вот без нее звук вот такой ноты, да? То есть моноголосный, так сказать, да? Добавляем, включаем кнопку. Сразу слышно модуляции какие-то. Это на аккордах очень хорошо слышно. Вот чистый аккорд. А вот с обработкой. Ну, класс. И есть регулятор, называется он тембр струнного оркестра. По сути, это фильтр высоких частот. Ну, позвучит, то есть сейчас он в нуле стоит. Понятно. Вот, как я и говорил, бас он вторит левому мануалу, то есть поэтому, когда я играю в левом мануале, звук более такой басовый, то есть он с басом. Его можно отключить или громкость подварьировать. То есть вот таким образом здесь звучат струнные. Это просто отличный вариант для создания пэдов и атмосферы в треках. Как бы это вообще один из немногих инструментов, вот, которые мне встречались, которые не надо вообще ничем обрабатывать. То есть подключаешь его, ни по частотам резать, ни почему не надо, и он уже звучит. Звучит шикарно. Я в интернете находил ролики, где еще люди играют на этом инструменте, используют в своих каких-то треках, и когда, в общем, если добавить обработку какую-то, или живую, либо в там секвенсоре, допустим, часто очень с гаппером его используют. Гаппер — это, как бы это объяснить, это эффект, который с какой-то частотой выключает звук, то есть определенно режет так быстро. У меня, кстати, здесь использован этот прикол, только на басу, я потом покажу. И если использовать внешние какие-то эффекты, то вот этот синтезатор можно применить вообще в любом стиле, начиная там от транса, вот, ну, просто располагает, да, вот это все, вот это к трансу располагает, вот, то можно использовать вообще везде. Собственно, понятно. Так, выбираю струнные, брас, вот, пресет брас, который здесь, это единственный здесь пресет, на который работает огибающий. Здесь есть вот модуль огибающий. Собственно, как он работает? Он работает от клавиатуры, зависим от клавиатуры, от длины нажатия. То есть, понятно, и управляет это огибающее частотой среза фильтра. Вроде бы все правильно сказал. На словах звучит очень сложно. Вот на самом деле ничего такого сложного нет. Вывожу. Так. И показываю. Вначале я буду на клавиши так вот коротко бить, так скажем.
И огибающая, вот она будет, ну, будет слышно, как она будет отрабатывать. А я буду потом потихоньку нарастать, как бы задерживать, да, пальцы на клавишах. И, естественно, огибающая будет более явно отрабатывать, и будет сразу понятно, что это дает. Это дает возможность манипулировать экспрессией благодаря, ну, нажатию. Сейчас, кстати, еще побеседуем на эту тему. Покажу. Так, сейчас, наверное, неудобно. То есть, ну, слышно, ну, сейчас, наверное, более явно надо сыграть какую-то мелодию, меняя на ходу вот именно вот эту вот глубину нажатия, так сказать. И оно создает очень специфический такой эффект. Сейчас попробую. Ну, там где-то ошибки, понятно. И еще такая особенность получается: с нажатием клавиши огибающей запускается, вот, да? И с следующим нажатием она не перезапускается. Только если я отпущу клавишу и заново нажму, она снова начнет работать. И именно благодаря этому можно создавать, ну, такие необычные паттерны, так сказать, да, там. То есть все в ваших руках, все в руках получается, все зависит именно от ритма, от длины нажатий. И, естественно, это еще можно все подрегулировать, то есть... атаку, допустим, сделать побольше. Звучит, конечно, классно. Особенно это здорово очень на каких-то коротких таких мотивах играть. Я уже тут ролик записывал, там такая мелодия была. То есть, когда дольше жму, то есть он больше раскрывается из-за атаки. То есть, очень классно.
секция звучит. Ну, брас это в переводе, ну, то ли сакс, ну, нет, не саксофон, брас, ну, что-то с трубами связано, я уже не вспомню. Как бы, клавикорд, да, сейчас покажу клавикорд, еще же здесь есть. Вот я сейчас выключаю пианино, ввожу клавикорд, и это такой высокий звук. Опять же, в левой части сейчас работает бас, поэтому оно так бусит. Вот такой звук он издает. И из элементов управления я еще не упомянул вибрато. Секция вибрато, она работает на все пресеты, на все осцилляторы. То есть это классическая частотная вибрато. На экстремальных значениях это, конечно, неприятные звуки, так и не сильно интересные. То есть вот добавляю, понятно, но качаю, и скорость можно манипулировать. Но когда на небольших значениях, оно очень живости звучанию придает. Вот я сейчас выставил чуть-чуть, да, и послушайте вот. Это то, о чем я говорил, именно вот этот аналоговый тембр, который нравится, то есть он очень мягкий, очень такой, и причем он практически не шумит. Он шумит, но по сравнению вот с электроникой там или с юностью, юность это вообще отдельный разговор, я в следующем выпуске расскажу. Там с шумами все у меня плохо, я не знаю, может там, конечно, такой синтезатор мне достался, но там очень много шумов, просто нереальное количество. То есть здесь это просто идеал. Мне не надо ставить ни шумодав, ничего. Очень красиво, очень четенько звучит все. Собственно, по элементам управления и по звукам, как бы я показал, все. Ну, еще есть систейн, понятно, что это такое. То есть, насколько потом... Вот насколько длинное, насколько короткое звучание, насколько систейн, он работает, насколько я помню, только на струнные. Сейчас. Долгий звук. Короткий звук, да. Ну, может и на всю секцию. Он у меня на пределе всегда стоит. Собственно, вот такие звуки издает этот синтезатор. И я очень рекомендую, если он вам попадется, покупайте, потому что он классный, он действительно классный.
Очень харизматичное звучание, очень насыщенное и применимо практически к любому стилю музыки. То есть я так уже повел традицию, что всегда показываю синтезатор в контексте какого-то стиля. Но я пишу драм н бейс, и у меня тут был набросок, где я просто проверял звук этого синтезатора, и вы сейчас послушаете, как он звучит именно в треке. То есть я включу сейчас в треке. Сейчас. Вот как он там звучал. Это брас. Вот. Это слышно брас-фильтр, как работает. Там 2 ноты буквально. На ревербератор идет посыл. И вот с этого же синтезатора идет басовая партия, которая, как я говорил, обработана гаппером. То есть он громкость ее включает и выключает. Вот, слышно хорошо. Получается такой плавающий волнистый бейс. С ударными вот так. Сейчас я оставил только линию ударных и могу, естественно, все это подыгрывать на ходу.